Привет, Волгу! Сегодня наша 12-я лекция по веб-разработке на замечательном инструменте 1С Bittrex управления сайтом. Наша сегодняшняя тема, вам должна быть известна с прошлого занятия. Мы продолжаем говорить о том, как сделать интернет-магазин на Bittrex. Это не пошаговое руководство, что нужно сделать, чтобы получить интернет-магазин. Скорее, это большой экскурс по понятиям, по компонентам, все то, что нужно знать, чтобы непосредственно приступить к осознанному созданию интернет-магазина на Bittrex. Поехали. Давайте вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз, из каких основных модулей состоит интернет-магазин. Вернее, какие модули превращают обычный сайт в интернет-магазин на Bittrex. Это торговый каталог и его основные сущности, каталоги, товары, SKU, цены, склады, оценки, остатки, набора комплекта. Ну и еще несколько уже не таких важных сущностей. Это компоненты, список товаров, умный фильтр, детальные товары, список складов, детальная склада. Уже не так широко используется. Одна из важных особенностей модуля торговый каталог – это интеграция с 1С. В прошлый раз мы эту тему даже немного затронули. Собственно, в прошлый раз мы, в принципе, и говорили о торговом каталоге, о сущностях, компонентах и чуть-чуть поговорили об интеграции с 1С, с учетной системой. Для вас пока достаточно знать, что есть такая учетная система ведения товаров, и она может на сайт прислать и товары, и разделы, и цены, и остатки по складам. Второй важный модуль интернет-магазина – это валюты. Цены нужно указывать, разумеется, в какой-то валюте. 100 – это хорошо, но хорошо бы указать 100 чего? Евро, долларов или рублей. Согласитесь, это совершенно разные деньги. Модуль валюты как раз отвечает за пересчет курсов и за сам справочник валют, доступных на сайте. Третий модуль – это интернет-магазин. Он так и называется. Основные сущности там это корзина или позиции корзины покупателя, оплаты, заказы, доставки, свойства заказа, все, что с этим связано. Компоненты – это малая корзина или ссылка на корзину, по-разному называют. Корзина, оформление заказа, история заказа. Здесь тоже и в этом модуле есть своя интеграция с 1С. Если модуль торговый каталог с 1С обменивается непосредственно товарами, то интернет-магазин с 1С обменивается самым важным, что есть в этом модуле, заказами. Он отправляет оформленные новые заказы с сайта в учетную систему и ожидает в ответ получить какие-то обновления, может быть, корректировки заказа, обновления по статусу. В прошлый раз мы только говорили о сущностях торгового каталога, а в этот раз я вот такую схему вам подготовил. Надеюсь, она не запутает, не сделает хуже. Вроде на ней все достаточно понятно, если знать нотацию ER. Если вы нотацию ER не знаете, то на самом деле на нее достаточно посмотреть пару минут, и после этого все станет ясно. Здесь, по сути, два главных элемента. Это сущности и связи между ними. Собственно, нотация ER, она расшифровывается как Entity Relationship, что переводится как сущность, связь, диаграмма, сущность, связь. Два элемента на ней сущности. Прямоугольники – это сущности, линии между ними – это связи. Связи бывают один к одному, один ко многим, многие ко многим. Например, в Bittrex каждый инфоблок относится только к одному типу инфоблока. Но к одному типу инфоблока может относиться этих инфоблоков великое множество. Поэтому связь между инфоблоком и типом инфоблока многие к одному. Много инфоблоков к одному типу инфоблока. Вспоминаем, о чем говорили на предыдущем занятии. У нас есть понятие каталога. Бывает простой каталог, бывает каталог торговых предложений. Они на самом деле равны инфоблоку. Каталог, он немного так расширяет инфоблок.
и все. Он помечает его как особенный инфоблок. Поэтому на этой схеме, если вот ее сверху вниз читать, как раз прослеживается эта связь. Инфоблок может быть каталогом, а может и не быть. Но если там связь между каталогом и инфоблоком есть, в сторону каталога, то не больше, чем одна штучка. Не может быть два каталога на базе одного инфоблока. Это нонсенс. То же самое с каталогом SKU. Я не очень правильно поступил, сделав здесь два прямоугольника, две сущности для, по сути, одного и того же понятия инфоблок. Но зато так понятнее. Есть один инфоблок, это каталог, и второй, это его каталог SKU. Дальше. В первом инфоблоке у нас есть разделы, и в разделы вложены элементы. А во втором инфоблоке элементы без разделов. И вот, каждый элемент первого инфоблока является товаром с торговыми предложениями. Здесь такая же связь, как между инфоблоком и каталогом. Понятие товара расширяет понятие элемента. Так же, как понятие каталога расширяет понятие инфоблока. И у нас есть SKU здесь по правую сторону. SKU расширяет понятие элемент инфоблока, какого-то второго каталога SKU. Между товаром с SKU и SKU есть связь один ко многим. То есть каждый SKU относится к одному товару, почему но просто, а каждый товар может относиться, к нему могут относиться многие SKU. Не обязательно один, два, сколько угодно. У самого товарного или торгового предложения есть определенное свойство, которое называется остаток. В зависимости от того, какой у вас включен количественный учет, он у вас может быть вообще выключен, любой учет, может быть включен количественный учет, может быть включен складской учет. Вот если включен количественный учет, то у каждого товара просто есть остаток. Допустим, 5 штук на складе. Если купили один, остается 4. Купили еще 4, не осталось, закончился товар. Если у вас включен складской учет, то свойство остаток становится вычислимым. Нельзя просто пойти и поменять 5 на 4 или на 6, если вы хотите увеличить количество. Потому что остаток берется как сумма остатков по всем складам. Вот здесь эта связь тоже отражена. Могут быть остатки как непосредственно свойства SKU, которые можно поменять, это в количественном учете, а могут быть как вычислимые поля для складского учета. В таком случае есть связь между SKU и конкретным складом, и эта связь и называется остатком. Это не просто связь, как в предыдущих случаях, это связь с неким количественным параметром. Определенный SKU связан с определенным складом, но не просто связан, а с параметром остаток 5. То же самое с ценами, но только тут никакой вариативности. Цены у SKU не может быть какой-то записанный в сам SKU. Механизм цен в Битриксе работает так. У нас есть валюты, у нас есть типы цен. Каждый тип цен может относиться к какому-то товару. И связь между типом цены и товаром количественная и определяется, как раз задает эту самую цену. Допустим, у нас есть два типа цены на сайте. Это розничная и оптовая. И определенный товар связан с розничной ценой отношением 100, то есть розничная цена 100 рублей, а с оптовой связью 80 рублей. Вот, надеюсь, я вас не запутал. Эту схему по-хорошему, вот самому до этой схемы можно дойти, если пересмотреть предыдущую лекцию, если позаниматься некоторое время, постудировать документацию Битрикса. Но в принципе вот эта схема, она отражает все. Все, что самое важное нужно знать про модуль торгового каталога. Вот этой схеме на самом деле место в предыдущей лекции. Но лекции мы делаем одновременно, параллельно с проведением занятий. В следующем году она наверняка попадет в лекцию, где ей самое место. А пока она здесь.
И, наконец-то, переходим непосредственно к теме нашего занятия, к модулю интернет-магазин. Также этот модуль называется Sale в исходных кодах. Из всех сущностей модуля Sale мы поговорим о самых важных. Это покупатели, корзины, заказы, свойства заказов, службы доставки и службы оплаты. Ну, службы их еще называют иногда платежные системы, система доставки. Ну, в общем, службы, системы там в разных местах называется по-разному, суть одна и та же. Здесь есть на следующем слайде сразу схема всего интернет-магазина. Тут кусочек остался от торгового каталога, вот он, SKU. Ну, потому что, поймете почему, SKU непосредственно связаны с интернет-магазином, и неправильно было бы ее здесь отрезать. Но мы эту схему будем рассматривать частями. И начнем с покупателя. Это первая сущность, она и в хронологическом порядке, и по важности первая нам встречается, поэтому давайте несколько слов скажу о ней. В этот раз, как вы могли заметить, что я не касался темы практики слишком сильно в предыдущей лекции и в этой. То есть никаких скриншотов кода, никаких там подсказок, как правильно писать, не было. Как я уже говорил, эта тема, эти лекции вводные о том, какие понятия и концепции лежат в основе работы интернет-магазина на Битриксе. Я думаю, что в следующий раз, возможно, мы уже и затронем тему работы с кодом непосредственно. А то как-то теория без практики вредна, как и наоборот. Но тем не менее, в этой презентации у каждой сущности я постарался указать три вещи. Это класс в старом ядре, который отвечает за работу с этим понятием. Класс в новом ядре D7. Напоминаю, что Bittrex уже долгое время переходит на новое ядро, переписывая все старые классы. Все старые классы, напоминаю, начинаются с буквы C. Вот как здесь C, Sale User. А все новые классы у них вот так начинаются. Слэш, битрикс, слэш. Кто знает, кто не знает, это пространство имен. PHP-шные. На самом деле, в первый раз пугающая вещь, но как только понимаете, как это устроено, на самом деле очень полезно. И третье, что я буду говорить про каждую сущность, это название таблицы, в которой хранятся данные. Сами битриксоиды уверяют, что знать таблицы не особенно-то и нужно. Нужно знать API, потому что сущности могут поменяться, а мол API оно документировано и лучше ориентироваться на него. Но, знаете, как говорится, врага надо знать в лицо. Ну, я, конечно, шучу. Тут никакого врага у нас нет в лице Битрикса. Но, тем не менее, знать, что там под капотом творится у Битрикса, оно на самом деле достаточно полезно. Вот вредно никогда не будет знать, что там. Так, покупатели. Наконец-то мы вводим разделение между понятиями покупатель, посетитель. До сих пор мы говорили там пользователь сайта, посетитель сайта, юзер, не знаю, как еще мы говорили. Но теперь вводим определенные там разграничения. Есть отдельная сущность в Bittrex, которая называется пользователь. Это класс C-user, в новом ядре это Bittrex main user, а в таблице это B-user. Вот, эти все C-user, B-user это пользователи. Это авторизованные причем пользователи. А есть покупатели. Это понятие вводит модуль интернет-магазина. Sale. Покупатель. Это человек, который, наверное, что-то у нас купит. Как понять, наверное, купит? Это тот, кто что-то уже попытался добавить в корзину, как минимум. До момента добавления первого товара в корзину каждый посетитель сайта остается просто посетителем. Но как только он что-то хочет добавить в корзинку, вот он превращается в покупателя. Причем тут загадка. Смотрите, каждый посетитель сайта, любой, даже не авторизованный, может что-то добавить в корзину. Этим никого не удивишь. Любой интернет-магазин современный всегда делает процесс добавления товаров в корзину и покупки максимально комфортным и бесшовным. Вы ничего не должны указывать, чтобы иметь право добавить товар в корзину. И это правильно.
Не надо никого отпугивать. Тем не менее, корзина есть у всех, даже у анонимных пользователей. Корзины – это вот факт, хранятся в базе данных. И вот, внимание, вопрос. Понятно, как оно работало, если пользователи все были бы авторизованными. У каждого пользователя есть user ID, и, соответственно, складывая товар в корзину, можно сделать привязку к этому user ID. Но у нас пользователи даже анонимные есть. Как это вообще работает? На самом деле, первый вариант, который приходит в голову, он здесь и использовал. Некая еще одна, некий еще один способ идентифицировать пользователя. Смотрим, что это за способ. При добавлении товара в корзину мы проверяем, текущий пользователь является покупателем или нет. Это смотрится в сессии. Его сессия, напоминаю, хранится на сервере. Если в сессии у нас ничего, пустота, мы считаем, что это анонимный пользователь. Нет, даже так. Этот слайд только для анонимных пользователей. Для авторизованных он чуть-чуть будет отличаться. Сейчас проговорим для анонимных, а потом я скажу, как будет отличаться логика для авторизованных. Вот. Если у нас анонимный покупатель что-то хочет добавить в корзину, мы смотрим в сессию. Если в сессии ничего, значит мы решаем, что это новый пользователь. При этом, сами понимаете, может быть мы не правы, может быть это старый пользователь, который не захотел авторизоваться. Или он через приватный режим браузера зашел, или он компьютер переустановил и зашел, опять же, с того же браузера, с того же компьютера, просто все переустановлено. Он просто не хочет авторизовываться. С точки зрения Битрикса это новый анонимный покупатель. Ему заводится специальная запись в таблице BSL User, или как там, BSL Fuzzer, да, BSL Fuzzer. Про слово Fuzzer тоже поговорим. Заводится запись в таблице BSL Fuzzer. Айдишник из этой таблицы либо вот в прямом виде, как есть, либо в немножечко зашифрованном добавляется ему там, сессию в куки. После этого все позиции корзины привязываются не к пользователю, именно, а к покупателю, к вот этому фузеру. И очень важно, когда такую вещь делают сами, обычно забывают. В Битриксе это есть, об этом надо обязательно сказать. Старые F-юзеры удаляются автоматически через какое-то время. Обычно это полгода-год. Это настраивается в Битриксе. Зачем? Ну, потому что каждый анонимный пользователь кто-то добавил в корзину и ушел. И не заходил на сайт, и не оформлял заказ по полгода-год. Такие корзины долгое время считаются брошенными, но когда прошло действительно много времени, уже понятно, что пользователь через год не вернется и не закажет там карандаш, который добавил в корзину. Значит, надо просто смириться и удалить его. Это первая причина, что такие данные просто не нужны. Ну, хотя, может быть, кто-нибудь со мной не согласится, скажет, что даже из этого можно выжать данные. Согласен, да, какие-то не очень полезные точно можно будет выжать. Но тут есть еще один фактор. Дело в том, что на свете существуют такие вещи, как роботы. Эти роботы, они ходят по сайту, они все нажимают, они все тыкают, как малые дети, в общем. И эти боты плодят вот этих F-юзеров, брошенные корзины. То есть из того количества брошенных корзин всего, наверное, брошено настоящими пользователями, да, не знаю, 30%, а то и меньше. Большинство это вот случайно накликанные ботами корзины. Поэтому их надо чистить. Вот перед тем, как записывать эту лекцию, я заглянул на один наш сайт. Там интернет-магазин. Там 6 миллионов записей в таблице F-User, и весит она полгигабайта, что для таблицы базы данных, немало, надо сказать. Достаточно-таки немало. Вот. Теперь первое отступление, которое я обещал, как работает для авторизованного пользователя. Для него все намного проще. Вот этот F-User, как мы его еще называем, может быть привязан к пользователю, Битриксовому, у которого есть айдишник.
Соответственно, если пользователь авторизован, мы просто ищем f-юзера по ID юзера. Еще раз. Если пользователь авторизован, нам известен его user ID. Для админа это, например, единичка. И вот представим, что админ что-то добавляет на сайт. То есть он никогда на этом сайте, в этом браузере не был. Вот мне скинули адрес сайта и логин, пароль. Я захожу в админку под админом, перехожу в публичную часть, добавляю что-то в корзину. Что дальше происходит? Bittrex, зная, что я авторизован, ищет f-юзера, связанного с пользователем 1, находит его, все товары из корзины отображает, а новый товар, который я хочу добавить, добавляет. Все намного проще. Если пользователь анонимный, создаются f-юзеры без привязки к какому-либо user ID. То есть не создаются на самом деле пользователи, пока нет достаточных данных. Достаточные данные – это оформление заказа, где указывается почта, имя, телефон, ну хоть что-то, чтобы можно было пользователя идентифицировать. И второе, о чем я обещал рассказать на этом слайде, что такое f-юзер. Вот как ни странно, стопроцентной уверенности у меня нет. Всю жизнь считал, но потом понял, что это вот где-то слышал, но не так, чтобы в официальных источниках. F означает фейк, фейковый пользователь, не настоящий. Есть пользователь настоящий, просто юзер, и есть фейк юзер. Что интересно, что следует из той схемы, о которой я сказал. Представим, что я как клиент интернет-магазина добавил что-то, зашел на сайт, обязательно ввел логин, пароль, добавил что-то себе в корзину, и потом компьютер сломался, или более позитивный сценарий, я купил новый, захожу там на сайт, потому что я помню, вот есть такой хороший интернет-магазин, и я там к тому же что-то покупал. Захожу на сайт, думаю, в прошлый раз я не добавил какой-то товар, карандаш. Захожу, нахожу этот карандаш, все, у меня в корзине карандаш, но больше ничего, я ведь не авторизовался. Я вспоминаю, у меня же есть логин, пароль где-то. Ввожу логин, ввожу пароль. Что происходит после этого? Сайт понимает, Bittrex он умный, он понимает, что вот я был пользователем анонимным с карандашом в корзине, а теперь я подтвердил, что являюсь другим пользователем, авторизованным на сайте, у которого есть user ID, у которого уже есть какая-то корзина. Как поступить с тем, что было в корзине, и с тем, что я добавил в корзину? Bittrex просто добавляет одно к другому. Мой карандаш после авторизации добавится к тем товарам, который на сайте я раньше сформировал себе в корзину. Ну и кусочек той ER-диаграммы, которую я показал пару слайдов назад, это связь между пользователем и покупателем. У покупателя может быть пользователь, и только один, а может не быть вообще никакого. В обратную сторону действует следующее правило. У пользователя есть только один покупатель. Не может быть два. Следующая сущность модуля интернет-магазин – это корзина и позиции корзины. В старом ядре C Sale Basket, в новом ядре Bittrex Sale Basket, в базе данных таблицы B Sale Basket. Почему здесь название сущности написано так странно: корзина, позиции корзины? Потому что это на самом деле большой обман. То, что он называется Basket. Нет в Bittrex сущности корзина. По-хорошему, максимально похожим на корзину можно назвать на самом деле покупателя. У каждого покупателя есть только одна корзина. Соответственно, покупатель в какой-то степени и является корзиной, но только в какой-то степени. Это на самом деле не так. И таблица BSL Basket на самом деле хранит отдельные строчки из той корзины, которую я собираю. Поэтому я ее и буду называть позицией корзины. Это немного не соответствует документации и официально принятому сленгу разработчиков, но зато это полностью соответствует истине. Это позиции корзины, а не настоящая корзина. Что интересно, корзина, вообще предназначение корзины.
если смотреть на геодиаграмму, хранить связь между покупателем и SKU. По большому счету, ну, если на один уровень абстракции выше подняться, это просто реализация связи многие ко многим между покупателями и SKU. Потому что многие ко многим как раз через промежуточную таблицу и реализуется. Но это не просто, не в лоб связь, вот этот SKU, вот у этого покупателя. Не два поля здесь, и даже не три там, с айдишником. Здесь много полей. Вот достаточно широкая таблица BSL Basket, очень много колонок. Из самого важного там есть поле количества. Когда мы добавляем какой-то товар в корзину, мы говорим, а сколько его надо добавить. Также, помимо количества, позиции корзины себе копируют айдишник этого SKU, ну это понятно, название, уже интересно, и даже ссылку на него. Разумеется, цену как за одну штуку, так и итоговую. Допустим, мы купили 5 утюгов, у нас есть в базе данных айдишник этого утюга, название этого утюга, ссылка на этот утюг, число 5, может быть, единицы измерения, штуки, цена за один утюг и цена за 5 утюгов суммарная. Может быть, какая-то скидка была. Вроде бы зачем хранить то, что можно вычислить, но вот потому что может быть скидка. 5 утюг бесплатно. Тогда цена за один утюг 3000 рублей, а за 5 утюгов 12 тысяч рублей, как будто бы за 4. И вот тут вопрос. Пока будет идти видео, подумайте, зачем корзина копирует себе название, ссылку и цену? Ну правда, зачем? Понятно, зачем цену копирует. Ладно, это я вам уже рассказал, скидка может быть какая-то. Но товар, название его и ссылка, их-то зачем копировать? В общем, подумайте. Вернемся к этому вопросу. Еще раз посмотрим на схему. Позиции корзины связывают покупателя и SKU. То есть у нас первая сущность интернет-магазина была покупатель. Это, так сказать, введение в интернет-магазин. Это надо знать, чтобы говорить про сущность позиции корзины. А позиция корзины – это уже непосредственно основной хранитель самых важных данных в модуле интернет-магазин, конечно же. Связываем покупателей, а на самом деле пользователей, если они авторизованы, с конкретными товарами, с элементами инфоблока. Причем тут связь идет с SKU, но на самом деле, напоминаю, товары могут быть и простые. Не обязательно у них должны быть торговые предложения. Допустим, в интернет-магазине продается 3 метра LAN-кабеля. Ну, и там никаких цветоразмерных вариаций. Вот строго 3 метра и все. Там не по метру и нет других вариантов. Ровно 3. Тогда это обычный товар и нет никакого SKU, нет вот этой вот матрешки. Кстати, вот понятие матрешка часто всплывает, когда работаешь с интернет-магазином, потому что много связей приходится учитывать. У нас есть заказ, в заказе есть позиции, в позиции есть SKU, SKU привязано к товару, а вот у товара там есть, допустим, родительский раздел, который надо тоже подсмотреть. Реально матрешка получается. Данные, внутри них данные. И самая большая, самая страшная сущность модуля интернет-магазин, цель существования интернет-магазина – это заказы пользователей. Они должны что-то заказывать. Ну, собственно, потому это интернет-магазином называется. Старый класс – это C-Sale Order. Вы уже, я думаю, поняли схему наименования. C – название модуля, название сущности. Ну и модуль у нас Sale, поэтому все начинаются одинаково. C-Sale, Basket – корзина, Order – заказ. F-User, User – F-пользователь. В новом ядре это Bittrex Sale Order. И в таблице BD ищите BSL Order. Тоже достаточно широкая таблица и очень-очень часто используемая, если интернет-магазин популярный. Это сущность заказа
на самом деле тоже промежуточное. Вот как ни посмотри, в интернет-магазине все какое-то промежуточное. Покупатель, ну это просто такой способ работать с пользователями, если нет пользователя. Корзина – это связь между чем-то и чем-то. Да по большому счету все является связью между чем-то и чем-то, если так задуматься. Что в заказе есть еще, кроме позиции корзины? Есть свойства заказа, доставки и оплаты. Это самое важное. То есть, если давать определение заказу, это такая система, состоящая из корзины, набора свойств, выбранной доставки и выбранной оплаты. Ну, по сути, все. Своих свойств, своих полей у заказа не так уж и много. Айдишник самое важное, конечно, заказа. В момент оформления заказа важно, корзина не перестает существовать. Во-первых, это не корзина, а позиция корзины, напоминаю. Когда человек ходит по сайту, там дрель добавил, сверло добавил, гаечный ключик добавил, у него появилось 3 записи. Такой-то F-user добавил дрель какую-то, такой-то ключ, такой-то сверло. Потом заказ оформляется, и эти записи никуда не чистятся. Они остаются, где были, айтишники остаются ровно теми же самыми. Просто заполняется новый столбец, order ID. Получается, таким образом можно сказать, что корзина пользователя – это не оформленный заказ. Или по-другому, заказ – это оформленная к покупке корзина пользователя. Когда выбираете если заглянете в таблицу модуля BSL Basket и захотите посмотреть корзины, то фильтруйте по order ID равен нулю или пустоте. Если захотите увидеть оформленный, то строго наоборот. Order ID не равен нулю, заполнен хоть чем-нибудь. Это будут уже заказы. Обратите внимание на ER-диаграмму. Вот, все, избавились от наследия торгового каталога. Теперь вот это непосредственно касается интернет-магазина. Наши пользователи из главного модуля, над ними обертка в виде покупателей. У каждого покупателя определенный список позиций корзины. И сразу вижу ошибку в этой диаграмме. После записи видео я ее исправлю, у вас уже будет правильная диаграмма. Дело в том, что у одного покупателя может быть много позиций корзины. Здесь вот ошибка. А позиция корзины относится только к одному покупателю. Вот это и все верно. Если, кстати говоря, какие-нибудь будете замечать ошибки в лекции или в тексте лабораторных, да и вообще по любым вопросам, не забывайте, что email мой есть в конце этой презентации. По любым вопросам, конечно, можно написать. А если вы мне какую-то ошибку подсветите, чтобы я улучшил презентацию, в следующем году она стала лучше, я вам за это вообще огромное спасибо скажу. Дальше. Позиции корзины после оформления заказа начинают. Когда мы оформляем заказ, создается вот этот, собственно, заказ. У него появляется номер. И к этому номеру мы начинаем привязывать позиции, мы привязываем службы оплаты, доставки, свойства заказа. Вот он. Видите, как паук сидит в центре паутины, к нему и оплаты, и доставки, и свойства, и еще там несколько сущностей не таких важных тоже тянутся. Несколько слов о свойствах заказа. Класс в старом ядре C-Sale Order Props, в новом ядре не нашел. Дело в том, что в новом ядре там вы не работаете. Погодите, нет. Тут речь идет про сами свойства. Ну да, каюсь, не добрался. Какой-то класс, наверное, все-таки должен быть. В документации Bittrex я его не нашел, а в исходный код лезть не стал. Таблица в базе данных BSL Order Props. По-прежнему соблюдается принцип, как вот класс называется, примерно так и таблица называется. Благодаря этому искать достаточно просто. Ну и наоборот, зная имя таблицы, можно просто по исходникам посмотреть, и класс, в котором больше всего запросов к BSL Order Props, является оберткой над этой таблицей базы данных. Свойство заказа – это некое поле, несистемное, которое вы создаете под ваши нужды.
Эти поля спрашиваются у пользователя, когда он оформляет себе заказ. Как правило, это адрес, телефон, фамилия, имя, отчество получателя заказа, какие-то дополнительные параметры. Это достаточно похоже на свойства инфоблоков, но, но типов этих свойств намного меньше. Сами посмотрите, тут только строка число, да нет перечисления, файл, дата, местоположение. Даты со временем нет. Нужно время, используйте строчку. Что такое местоположение? Вообще пока непонятно. Число, да нет, файл, перечисление. А в Битриксе, кстати говоря, в Битриксе, в инфоблоках нет здесь привязки к элементу инфоблока, нет здесь привязки к разделу инфоблока. Вообще очень многих привязок нет. Привязки к пользователю, если бы мы хотели выбрать его, к справочнику, тоже ничего этого, к сожалению, нет. Хотите там что-то сильно кастомное, делайте строчку и обрабатывайте ее в компоненте уже по-особенному. Свойства заказа, вот так они примерно выглядят, когда их спрашивают у пользователя. Если у них есть определенная семантика, то есть это не просто какое-то поле с названием, а это поле, предназначенное для имени пользователя, а имя уже мы знаем, если пользователь авторизован, то можно его автоматически заполнить. Но как это выглядит в настройках свойства, будут галочки. Это свойство хранит телефон, это свойство хранит email, это свойство там, хранит имя. Этих галочек там штук 5, не больше. Если вы, допустим, в пользователях есть поле должность, должность в компании. Если вы создадите свойство заказа, которое назовете должность в компании, то это будет просто какое-то свойство. Проброска пользовательских полей в поле заказа не произойдет. Нет такой семантики. Нет вот в этих 5 галочках вот этого экзотического поля. Это придется делать самим. Там есть базовые контактные данные и имя. Кстати, вот на этом скриншоте есть комментарий к заказу. Это не свойство заказа, это поле. Оно по умолчанию есть. Свойства это вот только вот эти 4. Его email, телефон, адрес доставки. Сами значения свойств это слишком много на этом слайде и в этой презентации я буду говорить слово свойство. Когда образуется связь между заказом и свойством, допустим, вот как на этом скриншоте у нас есть некий заказ, который сейчас будет оформлен, и свойство под названием FIO. Значит, у нас будет заказ какой-нибудь номер 100, свойство заказа FIO, а значение свойства, которое их связывает, будет администратор сайта. По аналогии со всеми остальными полями. По аналогии с торговым каталогом, где у нас были остатки на складе и цены. Службы доставки. Следующая остановка. В старом ядре C-Sale Delivery, в новом ядре Bittrex Sale Delivery. В базе данных B-Sale Delivery SRV. Вот тут вот нежданчик небольшой. По-моему, таблица B-Sale Delivery есть, но она хранит не совсем то, что вы ожидаете. Служба доставки – это достаточно сложное понятие. Она представляет из себя и запись в таблице BD, и логику, которая хранится в специальном классе. Вот так вот. Из двух половинок состоит служба доставки. Когда создается новая служба доставки, вот прям вообще новая, которой никогда не было, сначала пишется класс, потом этот класс правильным образом подключается к Битриксу, и он начинает его знать благодаря вот базе данных и соблюдению определенного стандарта. Суть службы доставки на самом деле в двух вещах, всего лишь навсего. Выдать, если посмотреть на службу доставки как на черный ящик, то входные данные – это все, что известно о заказе на момент оформления. Это может быть вся корзина там, детальная с позициями, но, как правило, нужно знать про корзину только одно. Только несколько вещей. Это суммарный вес
или же вес каждого товара и размер каждого товара. Ну и количество, конечно, тоже. Иногда общую стоимость, чтобы там какую-нибудь страховку посчитать. Это на вход черного ящика под названием служба доставки уходит. А на выходе все, что нужно, это стоимость и срок. Ну вот, все это затевается ради вот этих двух маленьких переменных. Стоимость доставки и примерный срок. Причем примерный срок многие системы обычно говорят не конкретную дату, а прям текстом. 2-3 рабочих дня. И если у вас завтра 31 декабря, а потом 8 дней выходных, то считайте сами. 1-2 рабочих дня это вообще стоит. Но вообще посчитать рабочие дни это такая задача. Не так, чтобы очень уж простая. Решение у нее простое, но там не в лоб оно делается. Да, вот этот PHP-код службы доставки, как правило, сам по себе ничего не делает. На свете есть десятки служб доставки. Почта России, Пэки, СДЭКи, такси различные. И вот у всех них есть облачное какой-нибудь REST API. И все, что делает служба доставки в Битриксе, это подготавливает данные, формирует запрос и отправляет его к API. API потом ответ разбирается и в формате Битрикса выдается. Как это ни странно, вроде одна из таких достаточно сложных вещей в Битриксе, а на самом деле сама по себе ничего и не делает. При оформлении пользователь смотрит на все доступные ему доставки и выбирает ту, которая ему больше подходит по стоимости, по условиям, просто по каким-то признакам косвенным. Люблю я доставку с дека. Вот если она есть, я ее выбираю. Даже если там какие-нибудь 300 разных, вот просто знаю, с дек пользуюсь и его возьму, даже если он там чуть подороже. Это не реклама, это просто вот мое такое наблюдение. Эффект утенка, так сказать. Служба доставки есть в разделе Bittrex, который называется служба доставки. Их там перечислены все. А есть та единственная, которая выбрана в заказе. Ну, насчет единственной я, кстати, немножечко хитрю. На самом деле в Bittrex можно несколько разных служб доставки для заказа брать, но это уже на 5 с плюсом знания, поэтому давайте пока знать и думать, что служба доставки у заказа может быть только одна выбрана. Из 15 служб доставки есть единственная, и вот этот айдишник, он должен быть где-то в районе самого заказа записан. Вообще до какой-то версии Битрикса так и было. Был всегда только один способ доставить заказ. И сосед по админке службы доставки – это служба оплаты. C-Sale Payment в старом ядре, Bittrex Sale Payment в новом ядре. Таблица в базе данных B-Sale Order Payment. Тут никаких сюрпризов. Название я имею в виду. А что такое служба оплаты? Это тоже точка интеграции с внешними системами, как и доставка. Кстати, когда я говорил про доставки, я сказал, что обычно это все-таки API. Но бывают и службы доставки простые, как 3 копейки. Допустим, служба доставки фиксированная цена. Когда вы ее создаете, вы в интерфейсе Bittrex говорите, просто выведи пользователю, что доставка 300 рублей. Неважно, где он, как он, что он там заказал и куда, просто 300 рублей. То есть все-таки бывают и простые, как танк, службы доставки. Службы оплаты на самом деле тоже бывают простенькие, но в основном, знаете, вот несколько раз делав разные магазины, понимаешь, что есть такая условная нулевая служба доставки, которая называется самовывоз. Она обычно стоит 0 рублей, и там просто написано, доставка сию секунду стоит 0 рублей, но вы сами к нам приезжаете, вот такой-то адрес, такой-то город. Неважно, в каком вы городе, приезжайте в наш и забирайте. Вот самовывоз бесплатно. И есть некая нулевая служба оплаты, которая называется при получении. Наличными или оплата картой при получении.
Остальное это уже более хитрые, это уже, как правило, интеграция. Так вот, служба оплаты, ну, если вот так по тому, что видит пользователь, рассуждать, то как раз служба оплаты отвечает за то, что увидит пользователь сразу после оформления заказа. Сразу после оформления заказа, что вообще может быть? Там обязательно будет написано после оформления: спасибо, ваш заказ оформлен, там, ваш звонок очень важен для нас, с вами скоро свяжется оператор, а дальше слово передается, микрофон передается службе оплаты. И она уже свой кусочек HTML на страницу выводит. Это не то чтобы компонент службы оплаты, это такой особый вид кода в Bittrex. Не компонент, но и не просто какой-то класс. Например, у службы оплаты могут быть шаблоны. Так же, как у сайта есть шаблоны, у компонентов, также у службы оплаты есть шаблоны. Вот. И этот шаблон как раз-таки вызывается с небольшим кусочком логики. Служба оплаты смотрит на заказ и решает, что нужно показать пользователю. Это может быть кнопка, которая уводит на большую страшную страницу оплаты на другом сайте, какие-нибудь там агрегаторы платежные, какой-нибудь Intellect Money, какой-нибудь там Kiwi платежи, ну, в общем, что угодно. Это может быть виджет, встроенный прямо на сайт, то есть или кнопка, или прям сразу введите данные карты. Также это может быть ссылка на другую страницу этого же сайта, где можно будет скачать счет для оплаты через банк, если кто-то этим пользуется. Ну, для юридических лиц. Они этим точно пользуются. Вот так. Выглядит служба оплаты в оформлении заказа следующим образом, но мы чуть позже еще поговорим поподробнее про оформление заказа. Пока все, что вам нужно знать, каждая служба оплаты имеет какое-то название, описание, которое можно в админке поменять. И опять же некий код, который хранится не в базе данных ни в коем случае, он хранится как отдельный файлик где-то в недрах Bittrex. Выбранная оплата только одна, пока думаем, что одна, из большого списка служб оплаты. Про основные компоненты, про основные концепции модуля Sale мы с вами закончили. А теперь перейдем к компонентам, которые надо знать и иногда бояться. Первое. Ссылка на корзину. Второе. Корзина. Третье. Заказы пользователя. Четвертое. Список заказов. Пятое. Подробная информация о заказе. И великий и ужасный, я даже, видите, его там пометил иконочкой с драконом, это оформление заказа. Вот действительно великий и ужасный компонент. Про него я, кажется, уже вам говорил. Он, знаете, наполовину написан на JavaScript, наполовину написан на PHP. То есть, чтобы что-то в нем поменять достаточно серьезное, как правило, надо быть гуру, среднего такого, хорошего уровня разработчиком и на JavaScript, и на PHP. Иначе затея обречена на провал. Компонент ссылка на корзину. Это вот та маленькая корзинка, которая есть в шапке и преследует вас везде на каждой странице сайта. Выглядит она вот примерно так. Это один из стандартных шаблонов Bittrex. Здесь ссылка на корзину, список, вернее, не список, количество позиций и общая стоимость. Еще этот компонент называли малая корзина, потому что она реально маленькая. Тапочки помещается. Ну и как бы в противовес большой корзине. Большой корзиной ее тоже иногда называют следующий компонент, который официально называется Bittrex Sale Basket, по-моему, там 2 раза. Да, вот Bittrex Sale Basket. Официально называется корзина, неофициально там страница корзины или большая корзина, или там предоформление заказа, и некоторые клиенты называют. То есть себя представляет подробный перечень всего, что пользователь понадобавлял в корзину с помощью кнопочки «Купить» в остальной части сайта.
Как правило, ну, зависит от шаблона, на стандартном это есть. Здесь можно вводить купоны для скидок, только здесь, а не дальше, не в оформлении заказа. Если у кого-нибудь есть там приложение Delivery Club, вы видели, что там промокод применяется уже на странице оформления заказа. Здесь заранее. И объединять их достаточно сложно на одной странице. Здесь можно выбрать другой SKU. Вот, обратите внимание, здесь скриншот сделан с сайта, в котором торговые предложения, вернее, товары все с торговыми предложениями. У каждого товара их может быть 10, 20, 30. Если мы выбрали конкретный набор, цвет и размер товара, а потом внезапно на странице корзины поняли, ой, не нравится мне этот цвет, или да нет, все-таки, наверное, мне там нужен на один размер побольше. Не надо возвращаться на страницу товара, там удалять то, добавлять это. Большинство корзин умеют прям вот, не сходя с места, поменять немножечко товар, поменять саму корзину, изменить, например, SKU с одного на другой. Здесь есть то, что хранится на самом деле, вот то, на что мы сейчас смотрим, это данные, которые вычисляются по Best Sale Basket. Вот тут у нас и название товара, и ссылка, и цена за одну штуку, и количество, и итоговая стоимость. Следующий компонент не по хронологии, просто отложил приятное напоследок. Компонент списка заказов. Это то, куда мы попадаем через какое-то время после того, как заказ оформлен. Мы видим список наших заказов, в каких они статусах, что с ними там происходило или происходит, и что когда-либо мы вообще добавляли. Может быть, мы можем что-то оплатить, то все откладывали. Может быть, мы можем повторить понравившийся заказ. Список заказов это комплексный компонент, у него есть поддержка ЧПУ. Соответственно, то, что мы видим вот здесь на этом экране, на самом деле это не сам ЧПУ-компонент, это его подкомпонент простой, который выводит именно список. Так же, как в новостях. Сам компонент новостей мы, с одной стороны, никогда не видим, с другой стороны, мы видим его всегда. Ну, тут то же самое. Это комплексный компонент. Там есть список и детальное. Ну, еще отмена. Сейчас мы смотрим одновременно и на ЧПУ компонент комплексный, и на компонент списка заказов. Тут мы смотрим на страницу подробной информации о заказе. Но вот, как видите, она действительно подробная. Здесь у нас все свойства, здесь параметры оплаты, параметры отгрузок. Отгрузок может быть несколько, но мы об этом пока молчим. Считаем, что одна. И содержимое заказа детально. А также стоимость доставки и итоговая стоимость с учетом всех там акций, бонусов. И переходим к самому страшному компоненту оформления заказа. Этот невзрачный, на первый взгляд, компонент, как я уже сказал, очень сложно устроен внутри, и если нужно что-нибудь где-нибудь поменять, это уже достаточно нетривиальная задача, требующая очень высокой квалификации от разработчика. Это вот одна из тех вершин, покорив которую можно будет заявлять, да, я являюсь опытным разработчиком на бизнесе, потому что я знаю, как сделать оформление заказа нестандартное. Итак, оформление заказа. Кстати, есть интересный факт. Компонент оформления заказа называется Sale Order Ajax. А когда-то был компонент пошаговое оформление заказа. Потом компонент ушел, остался вот этот Sale Order Ajax. Он долгое время был таким большим, только большая колбаса текста. Поля всякие, выбор всего-всего-всего. А потом у вот этого одношагового, его еще называли в то время одношаговое оформление заказа, появился шаблон пошагового оформления заказа. Ну, то есть история сделала кульбит, и компонент, который назывался многошаговое оформление заказа, превратился, по сути, в шаблон одношагового оформления. Ну, в общем, такой вот произошел кульбит. Первый шаг – это обзор, так сказать, товаров в заказе. Ничего поменять нельзя. Вот это одно из требований, которое часто всплывает в интернет-магазине в разработке. Если человек
не знаком с тем, как устроен Bittrex, человек, клиент, я имею в виду, очень спокойно может попросить: а давайте у нас на последнем шаге, где я указываю адрес, где я указываю телефон, я смогу удалить какую-нибудь позицию с корзины. Ну, а почему нет? Ну, вот потому нет, потому что Bittrex этого просто не позволяет. Здесь мы только смотрим на заказы, на товары. Хотим поменять что-то, надо вернуться на предыдущий шаг. Второй пункт этого оформления заказа – выбор местоположения. Вот, на слайде, где были основные сущности модуля интернет-магазин, я уже упоминал местоположение 2.0. Здесь вот на самом деле они же. Это битриксовый встроенный справочник э, регионов, городов, населенных пунктов, каких-нибудь административных округов, почтовыми индексами. На нем строятся многие службы доставки, на этом классификаторе адресов. И прежде чем перейти к доставке и оплате, нужно указать Битриксу, где мы с точки зрения, чтобы Битрикс понял, не просто написать ему Волгоград, да, еще и с печатками, а вот так, чтобы он понял, что это город Волгоград, Волгоградской области в России. Следующий пункт, тут можно их переставлять местами в настройках, это доставка. А другой вариант – это оплата. У каждой доставки есть цена, есть срок. Вот как есть. Может не быть, видите на скриншоте, что у доставки курьеров нет срока. Значит, просто в этой службе не прописано. Поэтому не возвращается. Стоимость она не может отсутствовать. Она может быть равна нулю и поэтому не выводиться. А так, чтобы стоимости вообще как понятия не было, нонсенс. Платной может быть. Следующий шаг – это выбор оплаты. Доставка может поменять стоимость заказа, оплата не может никак. Поэтому тут ничего не требуется вычислять, ничего. На самом деле, что интересно сделано у оформления у служб доставки и служб платежных. Основная работа службы доставки идет все-таки на странице оформления заказа. Пересчитываем, отправляем, общаемся через API с папкой, с вот этим настоящим большим страшным сервисом, у которого развесистая API. Ему формируем запросы, пересылаем, парсим ответы. Служба оплаты, она прям отдыхает здесь. В службе оплаты в админке человек внес иконку, название, описание. Все. И здесь мы видим ровно то же самое. А вот после оформления заказа уже интересно. После оформления заказа доставка ничего не делает. Все, доставка посчитана, она не должна меняться. А вот оплата, она как раз основную свою роль делает после оформления заказа. Кстати, смотрите, купон тоже здесь есть. Все-таки получается он в двух местах. Можно применить купон, даже находясь здесь на странице оформления заказа. И последний шаг – это свойства заказа. Знакомый скриншот, я его как раз вот с этого сайта я скриншоты делал ранее. Мы вносим всю ту информацию, все те свойства, которые хотим, и некоторые свойства могут быть помечены как обязательные. Значит, хотим, не хотим, заполнить надо. И последняя страничка, победная, заказ сформирован, и вся информация, которую надо знать покупателю. Номер заказа, подтверждение вообще, что да, парень, мы твой заказ сейчас оформили, ты видишь свою страницу, не ошибся. Если на всякий случай выводим номер оплаты, чтобы можно было с сотрудниками колл-центра обсудить. Только на персональный заказ. И дальше мы видим оплата заказа наличные курьеру. Вот это самый скучный способ оформления заказа с оплатой наличными. Если бы я выбрал оплату, какую-то, через кассу, через банковскую карту, да, пожалуй, вот это самое интересное. Если бы я выбрал кассу или банковскую карту, здесь вместо наличной курьеру была бы кнопка или виджет «Перейти на страницу оплаты». Скорее всего, она бы не работала, так как тиражный магазин, никаких настоящих договоров с платежными агрегаторами тут не заключено. На этом основная часть нашего с вами занятия закончена.
Классически напоминаю полезные ссылки для любого начинающего битриксоида. Иногда мы битриксоидами называем и разработчиков из компании 1С Bittrex, а иногда людей, которые работают на продукте 1С Bittrex, управление сайтом. Ну, не то, что работают, скорее разрабатывают под него. И давайте я вам наконец-то расскажу об итоговой работе. Нашу лабораторную, все, мы условно считаем, что все оставшиеся лабораторные – это часть одной большой итоговой контрольной работы, как хотите ее называть, контрольная, семестровая. Что мы делаем? Нужно создать веб-проект на Bittrex на свою собственную тему. Ограничений на тематику, по большому счету, нет. Нет запретов. Вот это нельзя, вот это нельзя. Но есть минимальные требования. Вы можете сделать интернет-магазин пылесосов. Вы можете сделать службу доставки, не знаю, карандашей, раз уж мы о них сегодня говорили. Можете сделать свою службу такси на велосипедах. Ну, что хотите. Но, во-первых, ну да, надо сказать, что не обязательно делать что-то с нуля, если вы, меня тоже такое иногда бывает, когда говорят, свободная тема, сделайте то, что вам интересно, сразу ступор, а что такого сделать? Вы можете просто взять какой-нибудь интересный лично для вас сайт и попытаться сделать его аналог на Bittrex. Вы можете даже верстку его взять. В рамках учебного процесса можно сделать хоть копию, не знаю, Гугла, если очень захотеть. Маленькую такую копию Гугла, малюсенькую. Но только если остальные требования вы сможете выполнить. Значит, смотрите. На сайте должна быть какая-нибудь веб-форма, кроме регистрации и авторизации. Это может быть обратная связь, которая вам письмо пришлет. Это может быть заказ в один клик или заказ обратного звонка. Ну, что-то такое. Те, кто помнит одну из предыдущих лекций про веб-формы, понимают, к чему я клоню. Это должна быть форма, которая не реализуется одним из типовых компонентов Bittrex по умолчанию. Авторизация есть такой отдельный компонент, регистрация есть и такой отдельный компонент. Обратная связь, только если расширенная. Опять же, обычный компонент не надо брать. На сайте должны быть регистрация и авторизация. И причем у авторизованного пользователя какие-то должны быть привилегии. Иначе какой смысл ее делать? Обязательно должна быть 404 страница. Мы об этом не говорили, но вы, ребята и девчата умные, вы знаете наверняка, что на каждом сайте, если вы ошиблись адресом, вам показывается особая страница, которая называется ошибка 404. Вот в Bittrex такое тоже можно сделать. Почитайте сами, это достаточно просто. На сайте Интерволги даже есть статья про 404 страницы. То есть, если на вашем сайте ввести какой-нибудь адрес несуществующий, слэш абракадабра, я должен буду увидеть не белый экран, не ту же самую скучную страницу с каким-то маленьким красным текстом, как это у Bittrex, по умолчанию там страницы не найдено, а хоть что-то похожее на отдельную проработанную 404. Даже достаточно будет текста «Упс, ошибочка вышла, давайте начнем заново с главной страницы». Пожалуйста. Главное, чтобы было видно, что вы ее сделали сознательно. Должно быть минимум 2 раздела с ЧПУ. Новости и какие-нибудь акции. Каталог и список вакансий. Что хотите. И тут системными компонентами можно обойтись. Вы должны продемонстрировать хотя бы один собственный компонент. Может быть, это будет как раз-таки ваша веб-форма. Может быть, это будет что-то, что вам облегчает жизнь. Но один собственный компонент у вас должен быть. Не надо бросаться в крайность и делать, например, все собственными компонентами. Тут как раз нужна умеренность. Нужно понимать, хороший разработчик понимает, когда можно использовать типовой компонент, а когда нужно делать свой. Допустим, вы хотите сделать список разделов с постраничной навигацией, но нет такого в Bittrex. Пожалуйста, вот вам существенный недостаток.
который оправдывает разработку нового компонента. А если вы хотите сделать свой, не знаю, news-лист, у которого было бы просто меньше параметров, то это недостаточный мотив для создания собственного компонента. Следующее. У вас должен быть хотя бы один агент. И последнее, хотя бы один обработчик событий. Все это давайте сделаем за май. Ну, во-первых, срок Битрикса реальный месяц, там, еще 2 недельки. Ну, во-вторых, я не знаю, когда у нас закончится семестр. Ну, вот честно. А вы знаете? Если знаете, напишите мне, пожалуйста. Пока условно считаем, что конец семестра наступит, как в обычных условиях, где-то в начале-середине июня. Вот к началу-середине июня я выбрал среду, наш любимый день недели, среда, 10 число. Вот будем считать, что 10.06 это срок сдачи вот этой большой итоговой работы. Договорились? И ответ на вопрос пропозиции корзины, зачем к себе Bittrex копирует название, ссылку и цену товара. Представьте, что сайт живет долго, годы, десятилетия, может быть. Достаточно уже 5 лет, чтобы проблема появилась. Через 5 лет после запуска это уже другой сайт. Но там по-прежнему те же самые пользователи, которые заходят в свой личный кабинет и смотрят на историю заказа. Если Bittrex не копировал бы к себе название и ссылку, а оставлял бы там только цену, то в заказах 5-летней давности было бы написано неизвестный товар за 100 рублей. Куплен, доставлен, клиент доволен. И вы бы гадали, что за товар, что там, чем я был доволен, вообще непонятно. А если зайти на сайт какой-нибудь вроде Ситилинка, которым 10 лет назад я пользовался, я могу найти свой самый первый заказ. Посмотреть, что я купил там монитор. Могу посмотреть, как он назывался. Могу попробовать найти, пусть и не в этом магазине, в каком-то другом, этот же монитор. Ну, допустим, понравился. Вот, так что это вот старая присказка, денормализация, друг оптимизатора. То есть, скопировав данные не туда, куда не нужно было, мы, с одной стороны, породили проблему, с другой стороны, мы решили другую. Породили мы проблему синхронизации данных, а проблема в чем? Если на сайт выгружен товар, ну, допустим, давайте не будем выгружать на сайт товары, допустим, создан товар, у которого там опечатка в названии. А вчера этот товар кто-то на сайте уже купил, оформил заказ. Сегодня мы заметили, опечатку исправили. У него опечатка останется в списке заказов. Ну, просто потому, что он успел себе закэшировать, так сказать, эту неправильную версию. Но тут все-таки достоинство перевешивает. То, что через 5 лет назад можно будет все увидеть, это все-таки полезнее, чем какая-то борьба с опечатками. На сегодня все. От вас я жду новых сданных лабораторных работ. Сегодня уже, на самом деле, 7 мая. Срок предыдущей лабораторной был 6. Ну, на один день сдвину. Не успел, к сожалению, вам записать эту лекцию вчера. Сегодня записываю. Так что и срок этой лабораторной работы тоже на один день будем продлевать. И жду от вас новых лабораторных. Давненько ничего не видел. Надеюсь, что вы меня скоро прям завалите. Прям руки будут не доходить каждого проверять. Давайте, активизируйтесь. Мы по-прежнему все сидим дома. Времени у вас, наверное, вагон. Май не успеете оглянуться, закончится, а там уже июнь, там уже и итоговая большая работа. Будут вопросы, пишите, задавайте, не стесняйтесь. И до встречи через неделю. Снова буду записывать вам видео. Будем продолжать говорить про интернет-магазины. Пока.